Глава 2321. Битва за пределами долины. Часть 1. В нынешнем состоянии этой формации нет никакого способа, чтобы один кусок иерархической инской трупной молнии смог сломать ее, ответил Дао Сан Цуань, нахмурив брови. Я, естественно, знаю об этом. Говоря это, Хуан Юаньцзы поднял руку и показал 3 серые бусины размером с большой палец, пронизанные тонкими малиновыми нитями. У тебя есть 3 куска этой молнии. «Вы действительно тщательно подготовились к этой поездке», — сказал Дао Сан Цуань с удивленным выражением лица. «Мы должны поторопиться. Товарищ даосский бессмертный только что уничтожил секретную технику этого человека, так что они могут скоро прибыть», — сказал Хуан Юаньцзы. «Будьте уверены, с 3 частями иерархической инской трупной молнии вам понадобится всего 1 мгновение, чтобы уничтожить остальную часть этого формирования», — ответил Дао Сан Цуань с уверенной улыбкой. Затем он открыл рот, чтобы выгнать 3 значка разных цветов, которые быстро раздулись до размеров около 10 футов каждый по его приказу. После этого он сделал ручную печать, и гигантская трехголовая проекция питона позади него также открыла свои пасти, чтобы выпустить 3 вспышки света разных цветов, которые хлынули в значок соответствующего цвета. Громкий жужжащий звук мгновенно раздался от значков, и бесчисленные руны появились на их поверхности. Затем значки внезапно превратились в 300 маленьких флажков, каждый из которых был размером примерно в фут. Каждый флаг был полупрозрачным и мерцал духовным светом, излучая намеки на силу законов. Зрачки Хуан Юаньцзы слегка сузились, когда он увидел это, и он немедленно послал одну из 3 серых бусин в своей руке, пролетев по воздуху. В другом месте глаз разрушения закона на глобеле Хань Ли уже исчез, и он оценивал треснувший лазурный хрустальный шар перед собой с холодным выражением. Тот факт, что он смог почувствовать мою секретную технику с такого расстояния, указывает на то, что он намного сильнее, чем среднее существо стадии Великого Вознесения, но, судя по силе этой атаки, он все еще далек от калибра этой женщины-паука Асуры. Единственный потенциальный фактор беспокойства заключается в том, что я не знаю, обладает ли он какими-либо особыми секретными техниками или способностями, пробормотал себе под нос Ханли, затем перевернул руку, чтобы вызвать золотой талисман. Затем он поднял руку, и талисман растворился в воздухе, как полоска золотого света. После этого он замер на месте, словно чего-то ожидая. Вскоре перед Ханли возникла вспышка пространственных колебаний, и шар золотого пламени внезапно появился рядом со звуком сбитого с толку женского голоса. «Брат Хан, это ты? Почему ты здесь?» Услышав этот голос, на лице Ханли появилось удивление. «Фея Ян, почему этот передающий талисман у тебя в руках? Помнится, перед отъездом я отдал его Юань-Я». Янь Ли сначала обрадовалась, услышав голос Ханли, но затем ответила паническим голосом: «Брат Хань, это действительно ты. Убирайся отсюда немедленно». Мастер в настоящее время выходит за пределы своей небесной скорби, и снаружи есть 3 вторгшихся на великую стадию Вознесения. Если ты в это ввяжешься, тебя точно убьют. Что же касается этого талисмана, то Юань-Я отдал его мне на хранение. В настоящее время она помогает мастеру преодолеть его скорбь, так что у нее нет времени беспокоиться о чем-то еще. Значит, это действительно товарищ даосист Цин Юаньцзы преодолевает свою скорбь. В таком случае, я. Прежде чем Хань Ли успел закончить фразу, рядом с долиной вдалеке внезапно прогремели 3 оглушительных взрыва, после которых 3 сверкающих серых солнца поднялись в воздух, прежде чем разлететься во все стороны массивными волнами серого света. Бесчисленные гигантские флаги появились рядом с серыми солнцами, прежде чем выпустить серию нитей света во всех направлениях, пронзая и уничтожая все гигантские призрачные тени на своем пути. В результате море багрового тумана было мгновенно побеждено. Невозможно. Как им удалось так быстро прорвать первый строй? Они. Янь Ли сразу же пришел в крайний ужас, и шар золотого света внезапно беспорядочно вспыхнул, прежде чем взорваться сам по себе. Таким образом, голос Янь Ли, естественно, был резко оборван. Брови Хань Ли слегка нахмурились, когда он увидел это, и он бросил взгляд в сторону долины, прежде чем немедленно полететь в том направлении, как полоса лазурного света. Полоса лазурного света быстро покрыла расстояние в несколько десятков километров, после чего приблизилась к долине. Затем лазурный свет исчез, открыв Ханли, который бросил взгляд вниз и обнаружил, что 3 серых солнца уже исчезли, как и массивные волны серого света. Трио Хуан Юаньцзы парило над гигантской дверью, оценивая Ханли холодным взглядом. «А ты кто? Вы пришли сюда ради Цин Юаньцзы?» — спросил Хуан Юаньцзы. «Хе-хе, похоже, вы 3 враги Цин Юаньцзы, пытающегося воспользоваться его небесной скорбью», — сказал Хань Ли со слабой улыбкой. Хуан Юаньцзы холодно хмыкнул в ответ. Ну и что, если это так? Вы союзник, которого Цин Юаньцзы пригласила, чтобы защитить его. Я пришел сюда не специально, чтобы защитить его, но товарищ даосист Цин Юаньцзы мой знакомый, так что я обязан вмешаться».
«Надеюсь, вы все сделаете мне одолжение и уйдете», — неторопливо ответил Ханли. «Почему мы должны делать тебе одолжение? Кем ты себя возомнил и что ты о нас думаешь? Я поклялся отомстить Цин Юаньцзы. Любой, кто посмеет встать на моем пути, будет убит», — сказал Хуан Юаньцзы с яростным выражением в глазах. «Мне все равно, какие у вас разногласия с Цин Юаньцзы, но если вы настаиваете на продолжении, то я буду вынужден выступить против вас», — спокойно ответил Ханли. «Ладно, давай посмотрим, как ты собираешься противостоять нам троим в одиночку. Я бы посоветовал вам уйти сейчас, и я все равно был бы готов отпустить вас. Иначе будет слишком поздно сожалеть, как только ты погибнешь здесь», — угрожающе пригрозил Хуан Юаньцзы. «Я не буду знать, смогу ли справиться со всеми тремя сразу, пока не попробую. И если у вас действительно есть то, что нужно, чтобы убить меня, то так тому и быть», — беспечно ответил Ханли. «В таком случае ты можешь умереть прямо сейчас», — сказал Хуан Юаньцзы со злобным выражением лица. Почти в тот же самый момент позади Ханли раздался оглушительный рев. Сразу же после этого чернильно-черный кулак возник среди всплеска пространственных колебаний, прежде чем мгновенно достичь Ханли, как толстая черная молния. Выражение лица Ханли оставалось совершенно неизменным, и он даже не обернулся, когда он выставил золотую ладонь позади себя под невероятным углом, ударив черный кулак с безошибочной точностью. Раздался оглушительный грохот, и последовал мощный взрыв золотого и черного света, заставив близлежащее пространство сильно искривиться и содрогнуться. После столкновения Ханли остался совершенно неподвижным на месте, в то время как массивная фигура появилась в нескольких десятках футов позади него, прежде чем отступить почти на 20 шагов, и только тогда гигантская фигура смогла удержаться на ногах, прежде чем бросить ошеломленный взгляд в сторону Ханли. Гигантская фигура была никем иным, как бессмертным небесным владыкой, и именно в этот момент бессмертный небесный владыка, стоявший рядом с Хуан Юаньцзы, внезапно взорвался пятнами черного света среди глухого удара. До прибытия Ханли бессмертный небесный владыка уже использовал секретную технику сокрытия, чтобы облегчить скрытую атаку, оставив только клона рядом с Хуан Юаньцзы. Трио Хуан Юаньцзы было совершенно поражено тем, чему они только что стали свидетелями. Бессмертный небесный владыка был широко известен своей огромной силой, и все же он только что был вынужден встать на заднюю ногу в столкновении физических тел, несмотря на то, что он развязывал скрытую атаку из теней. Выражение лица Хуан Юаньцзы потемнело еще больше, когда он бросил взгляд на Ханли, но он не колеблясь провел рукой по воздуху, на котором бесчисленные желтые нити вырвались из его тела, прежде чем устремиться к Ханли в унисон. Даос Сан Цуань тоже начал действовать, быстро сделав ручную печать. Пространственные колебания вспыхнули над ним, и три головы трехголовой проекции питона резко нырнули вниз, прежде чем исчезнуть в 3 столбах лазурного дыма. В следующее мгновение 3 головы гигантских питонов появились над Ханли, а затем злобно укусили его в унисон, посылая в воздух отвратительный запах. Бессмертный небесный владыка также быстро превратился в горного гиганта, как будто он уже заранее поставил эту последовательность со своими 2 спутниками, и он поднял массивную ногу, прежде чем топнуть вниз к Ханли. Его нога была огромной, как дом, и блестела черным блеском, как будто была сделана из железа и стали. Как только нога топнула по воздуху, на ее поверхности появились бесчисленные яркие золотые узоры, и разрушительная аура поднялась в воздух. После неудавшейся внезапной атаки бессмертного небесного владыки трио Хуан Юаньцзы атаковала Ханли в унисон, явно пытаясь сокрушить его одним махом. Ханли испустил слабый вздох и провел ладонью по воздуху, создавая из воздуха серый световой барьер. Проекция истинного дьявола происхождения затем появилась позади него среди вспышки золотого света, прежде чем увеличиться до нескольких сотен футов в размере, а затем выпустила бесчисленные кулачные проекции своими 6 кулаками в сторону гигантской ноги и 3 голов питона. Тонкие нити, выпущенные Хуан Юаньцзы, первыми ударили по серому световому барьеру, создавая звук, похожий на дождь, падающий на банановый лист, и, несмотря на огромную силу, заключенную в них, они смогли погрузиться только на несколько дюймов в световой барьер, прежде чем замереть на месте. Глава 2322. Битва за пределами долины. Часть 2. Холодная улыбка появилась на лице Ханли, когда он сделал ручную печать, и мощные энергетические колебания немедленно вырвались из серого светового барьера в безумии. При соприкосновении с этими энергетическими флуктуациями тонкие нити немедленно разрывались. В то же самое время выступы золотого кулака столкнулись с шарами света, выпущенными 3 гигантскими головами питона, и хотя шары света были наполнены невероятной силой, они также были быстро уничтожены. Что же касается гигантской черной ноги, которая топала вниз к Ханли, то она сильно дрожала перед лицом первых выступов, но все еще медленно опускалась. Холодный взгляд мелькнул в глазах Ханли, когда он увидел это, и гигантская проекция истинного дьявола происхождения позади него внезапно исчезла по его приказу. В следующее мгновение пространство позади бессмертного небесного владыки искривилось и искривилось, после чего появилось гигантское золотое тело, образованное истинной дьявольской проекцией происхождения.
3 лица золотого тела были совершенно бесстрастны, а 2 его руки молниеносно протянулись вперед, прежде чем схватить бессмертного небесного владыку за плечи. Сердце бессмертного небесного владыки дрогнуло при виде этого, и он немедленно попытался стряхнуть с себя золотое тело, но пронзительный пурпурно-золотой свет внезапно начал излучаться из рук золотого тела, и бессмертный небесный владыка почувствовал, как его собственное тело внезапно стало тяжелее, на мгновение приковав его к месту. Воспользовавшись этой возможностью, золотое тело с сокрушительной силой ударило 4 другими золотыми кулаками в грудь гиганта. Бессмертный небесный владыка испустил яростный рев, и на всем его теле среди вспышки черного света появился костюм темно-зеленых доспехов. В то же время 2 изогнутых рога на его голове превратились в пару гигантских черных клинков, которые злобно устремились вперед. Раздались 2 глухих удара, когда 2 кулака золотого тела были отбиты рогами, но 2 других кулака ударили гиганта в грудь, и сразу же раздался звук трескающихся костей. Истинные дьявольские искусства происхождения Хань Ли были почти культивированы в максимальной степени, и они сочетались с несколькими другими секретными техниками, так что золотое тело происхождения, естественно, было гораздо более мощным, чем даже среднее существо стадии Великого Вознесения могло себе представить. Золотой и черный свет переплелись перед бессмертным небесным владыкой, после чего в его темно-зеленых доспехах появились 2 массивные вмятины. Затем доспехи полностью разрушились, и 2 вспышки огромной силы хлынули в его тело, отправив его в полет по воздуху, прежде чем он успел даже издать звук. Внизу раздался оглушительный грохот, и бессмертного небесного владыку швырнуло на несколько десятков футов в землю, оставив менее половины его тела все еще над поверхностью земли. Все это произошло буквально в мгновение ока. Хань Ли холодно усмехнулся, сделав хватательное движение, и лазурный длинный меч тут же появился в его руке среди вспышки лазурного света. С небрежным движением его запястья были выпущены бесчисленные полосы лазурной меча, и они превратились в гору меча во время их спуска. Бессмертный небесный владыка немедленно попытался принять уклончивые меры, но его меридианы были в беспорядке после тяжелых ударов, которые он только что получил, тем самым временно обездвижив его. Таким образом, он мог открыть рот, чтобы выпустить гигантский черный щит, который превратился в световой барьер, чтобы защитить его сверху. Световой барьер не казался чем-то особенным, но он был способен держать большую часть лазурного меча Ци, выпущенного Хань Ли, в страхе, и только несколько полос меча Ци, которые были намного острее, чем остальные, сумели пробить световой барьер, прежде чем ударить тело бессмертного небесного владыки со злобной силой. Несколько глубоких ран от меча тут же появились на теле бессмертного небесного владыки, почти разрезав его пополам. Однако бессмертный небесный владыка внезапно испустил громовой рев, и бесчисленные алые нити вырвались из его ран, прежде чем переплетаться, чтобы исцелить его раны с удивительной скоростью, заметной даже невооруженным глазом. Мгновенная регенерация. Хань Ли слегка запнулся, увидев это, но затем на его лице появилась насмешливая улыбка, когда он поднял свой лазурный длинный меч, готовясь к еще более мощной атаке. Однако именно в этот момент окружающий воздух резко напрягся, и появилась серия высоких флагов, образуя небольшой строй с Хань Ли в самом центре. Затем все флаги слегка задрожали, прежде чем выпустить бесчисленные руны в безумии, и тело Хань Ли внезапно стало чрезвычайно тяжелым, как будто серия кандалов сковала его тело. Он посмотрел вниз и обнаружил, что даосский жрец в настоящее время контролирует 3 гигантских значка, пытаясь использовать их, чтобы заманить его в ловушку. Что касается Хуан Юаньцзы, то он также вызвал алое хрустальное кольцо, которое вспыхивало красным светом, явно собираясь напасть и на Хань Ли. Выражение лица Хань Ли слегка потемнело, когда он увидел это, лазурный длинный меч в его руке и золотое тело происхождения исчезли в унисон. Сразу же после этого он превратился в гигантскую золотую обезьяну высотой более 1000 футов среди шквала золотых рун. Затем он яростно взмахнул руками в воздухе, посылая взрыв огромной силы через окружающее пространство. Большая часть ограничений была разрушена этим взрывом силы, и флаги, которые образовывали строй, начали сильно дрожать, а некоторые из них даже были сломаны на месте. Выражение лица даоса Сансуаня резко изменилось, когда он увидел это, но он не остановился ни на мгновение, продолжая делать серию ручных печатей. Внезапно раздался резкий визг, и 3 маленькие змеи появились среди всплеска пространственных колебаний, а затем набросились на Хань Ли как 3 тени разных цветов. Хань Ли тут же выбросил вперед руку и в отместку щелкнул 3 пальцами в воздухе. Раздались 3 глухих удара, когда 2 маленькие змеи полетели, как пушечные ядра, но последняя малиновая змея сумела уклониться от атаки, а затем молнией укусила один из пальцев Хань Ли. Хань Ли издал низкий рев, когда он перевернул руку, чтобы схватить маленькую змею, а затем с легкостью раздавил ее своей невероятно мощной хваткой. Однако Дао Сансуань не только не был обескуражен, увидев это, но вместо этого на его лице появилась холодная улыбка. Хань Ли снова взмахнул руками в воздухе, чтобы уничтожить остальную часть строя, и оставшиеся флаги также были сломаны пополам, тем самым полностью освободив себя. Именно в этот момент из гигантской двери под Хуан Юаньцзы вспыхнул 5-цветный свет, и хрустальное кольцо в его руке внезапно исчезло.
В следующее мгновение над Хань Ли внезапно вспыхнул пятицветный свет, и появилось огненно-багровое облако. Затем гигантское хрустальное кольцо появилось вокруг его талии, как будто при мгновенной телепортации, прежде чем злобно сжаться. В то же самое время обжигающее багровое пламя вырвалось из кольца в безумии, чтобы затопить все гигантское обезьянье тело Хань Ли. Намек на восторг появился на лице Хуан Юаньцзы, когда он увидел это. Хрустальное кольцо не казалось таким уж замечательным, но на самом деле это был глубокий небесный священный артефакт, очищенный от фрагмента глубокого небесного сокровища, который он нашел в пещерной обители древнего земледельца. Он не только мог расширяться и сжиматься по его приказу, но и был чрезвычайно решителен, и пламя, которое он выпускал, состояло из нескольких типов духовного пламени, которое мгновенно испепеляло среднего культиватора до пепла при контакте даже с малейшей искрой этого пламени. Он использовал дверь 9 иллюзий фортуны, чтобы мгновенно заманить Хань Ли в ловушку внутри этого кольца. И даже если кольцо не могло убить Хань Ли на месте, серьезные травмы, несомненно, были неизбежны, или так он думал. В следующее мгновение в пламени раздался грохочущий гул, и хрустальное кольцо яростно вспыхнуло, прежде чем внезапно взорваться на бесчисленные осколки, после чего гигантская золотая обезьяна появилась в невыразительной манере, совершенно невредимая. Хуань Юаньцзы едва мог поверить своим глазам, увидев это. На лице Даоса Сан Цуаня тоже появилось удивление, но тут ему пришла в голову одна мысль, и он с холодной улыбкой повернулся к Хуан Юаньцзы. «Будьте уверены, товарищ Даос Хуан, этот человек действительно чрезвычайно силен, но он только что был укушен моей очищенной кровью змеей и пал жертвой моего кровяного яда. Я досчитаю до 10, и в конце концов вся кровь в его теле полностью застынет, и он не сможет использовать никакой магической силы, тогда он ни за что не сможет ничего сделать. Это правда, брат Сан Куан». Хуан Юаньцзы, естественно, пришел в восторг, услышав это. «Я бы не стал лгать о чем-то подобном. На самом деле, я вам это докажу». 1, 2, 3. Дао Сан Цуань был чрезвычайно уверен в себе и сразу же начал обратный отсчет. Выражение лица Хань Ли оставалось совершенно неизменным, когда он взмахнул ладонью в воздухе, посылая взрыв огромной силы, обрушивающейся сверху. Бессмертный небесный владыка только что оправился от своих ран и уже собирался встать, когда его снова вдавило в землю. Его лицо стало красным, как кровь, когда он издал волчий вой, и черный свет яростно вспыхнул вокруг его тела, когда он раздулся еще больше. В то же время толстые вены вздулись по всему его телу, в то время как ряд белых костяных шипов начал торчать из его кожи, представляя собой очень тревожное зрелище. Завершив свое превращение, он сжал руки в гигантские кулаки, прежде чем яростно ударить ими по земле. Земля сильно задрожала, и тут же появились две огромные черные трещины. Используя силу удара, бессмертный небесный владыка смог выпрыгнуть из кратера, прежде чем испустить яростный рев, а затем превратился в порыв черного ветра, который несся прямо на Хань Ли. Брови Хань Ли слегка нахмурились, когда он увидел это, и он сильно ударил себя кулаками в грудь, прежде чем выпустить шар золотого света из своего тела. Шар света содержал никого иного, как золотого пожирающего жука-монарха, и как только он был выпущен, его глаза резко расширились, выпустив пару полупрозрачных выступов меча, которые в мгновение ока погрузились в порыв черного ветра. Тут же раздался мучительный вой, и с небес полилась кровь. Глава 2323. Битва за пределами долины. Часть 3. Золотой пожирающий жук-монарх не собирался сдерживаться и быстро щелкнул пальцами в воздухе, выпустив еще один шквал выступов меча. Однако, прежде чем эти выступы меча успели снова погрузиться в черный ветер, раздался яростный рев, когда гигантский синий клинок длиной более 1000 футов появился в ответ. Это был необычный клинок с небольшой кривизной, напоминавший одновременно и саблю, и меч, и он высвобождал страшную ледяную силу. Золотой пожирающий жук-монарх просто оценил гигантский клинок с деревянным выражением лица, и выступы меча, которые он выпустил, внезапно слились воедино, образовав гигантский выступ меча, который был несколько сотен футов в длину по его приказу. Два массивных клинка столкнулись, и раздался резкий треск, когда гигантское синее лезвие было разрезано пополам по центру. Проекция меча была слишком мощной, чтобы обычное сокровище могло противостоять ей, и без синего клинка, выступающего в качестве препятствия, оно было способно мгновенно снова погрузиться в черный ветер. Раздался тревожный крик, когда порыв черного ветра яростно налетел, превращаясь в массивный торнадо, но бесчисленные полупрозрачные выступы меча внезапно появились внутри торнадо, быстро разрезая его на части. Затем бессмертный небесный владыка был отправлен в полет из черного ветра, и только после того, как он споткнулся назад на 1000 футов, он смог удержаться на ногах. В этот момент он выглядел очень потрепанным. Мало того, что его тело было изрешечено ранами, одна из его ног отсутствовала. Гигантский костяной щит, испускающий слои черного света, появился в его руке, но ему также не хватало хорошего куска.
Бессмертный небесный владыка пристально смотрел на золото пожирающего жука-монарха, и кроме ярости и настороженности, в его глазах был также намек на страх. Даже с такими тяжелыми травмами бессмертный небесный владыка мог регенерировать с невероятной скоростью, и даже его отрубленная нога быстро обретала форму. Глаза золотого пожирающего жука-монарха слегка сузились, увидев это, и он издалека указал пальцем на бессмертного небесного владыку. Бесчисленные невидимые выступы мечей немедленно появились вокруг бессмертного небесного владыки, а затем быстро сошлись к центру. В то же время золотой пожирающий жук-монарх тоже начал лететь навстречу своему противнику. Бессмертный небесный владыка издал яростный рев и ударил себя кулаком в грудь. Черный свет немедленно хлынул по его телу, и все его белые костяные шипы выстрелили вперед, как полосы белого света, чтобы противостоять приближающимся выступам меча. В то же время он злобно швырнул свой сломанный щит в приближающегося золотого жука-монарха. Костяной щит превратился в серое колесо света, пролетев по воздуху, в то время как бессмертный небесный владыка внезапно исчез на месте. В следующее мгновение он снова появился в нескольких тысячах футов от нас, окруженный взрывом пространственных колебаний. Раздался оглушительный грохот, когда золотой монарх-жук-пожиратель разбил кулаком надвигающийся костяной щит, а затем с холодным выражением лица бросился к бессмертному небесному владыке вдалеке. Сердце бессмертного небесного владыки дрогнуло, когда он посмотрел вниз на свою собственную восстанавливающуюся ногу, которая была восстановлена только наполовину, и он стиснул зубы, когда снова телепортировался в другое место. Однако золотой пожирающий жук-монарх не собирался позволять ему прийти в себя, поскольку он изменил направление, чтобы продолжить преследование своей цели. Таким образом, возник тупик в виде вечной погони. В этот момент Дао Сань Цуань, наконец, закончил свой счет до 10, и он был ошеломлен, увидев, что Хань Ли все еще жив и здоров, оценивая его с холодным выражением лица. Невозможно. Даже бессмертное тело не смогло бы пережить мой яд крови. Как ты можешь быть невредимым? В панике воскликнул Дао Сан Цуань. Ты думаешь, что твой ничтожный яд в крови может вызвать мое падение? Что за шутка? Сказав это, было довольно впечатляюще, что маленькая змея смогла прокусить мою кожу, сказал Хань Ли с холодной улыбкой, затем протянул другую ладонь к укушенному пальцу. Чернильно-черная полоска крови тут же вытекла из едва заметной раны от клыка на кончике пальца. Яд крови был мгновенно вытеснен из тела Хань Ли. На самом деле, с нынешним физическим телосложением Хань Ли, яд в крови только причинит ему некоторый дискомфорт, даже если ему позволят распространиться. Он культивировал хаотичное ядовитое тело, которое давало ему иммунитет ко всем ядам, так что этот кровавый яд, естественно, ничего ему не сделает. Увидев это, Хуан Юаньцзы нерешительно посмотрел на бессмертного небесного владыку, за которым, как за раненой собакой, гонялся монарх-жук-пожиратель золота, и на его лице появилось свирепое выражение, когда он внезапно наступил ногой на гигантскую дверь под его ногами. Дверь тут же исчезла, как слабый след света, а затем внезапно появилась прямо над Хань Ли. Хуан Юаньцзы все еще стоял на вершине двери, и он вырвал одну из своих рук, прежде чем взорвать ее в облако кровавого тумана, которое быстро исчезло в гигантской двери внизу. Было совершенно очевидно, что он собирался выпустить какую-то мощную секретную технику, и Хань Ли, конечно, не собирался просто стоять и смотреть. Холодный взгляд мелькнул в его глазах, когда он нанес сокрушительный удар по гигантской двери. Как только он это сделал, все небо потускнело, когда взрыв невидимого духовного давления в бешенстве устремился к Хуан Юаньцзы и массивной двери. Именно в этот момент Хуан Юаньцзы издал пронзительный крик, и бесчисленные ярко-красные нити вырвались из его кожи, прежде чем исчезнуть в гигантской двери, как слабые малиновые тени. Раздался оглушительный грохот, когда пространство, где находилась гигантская дверь, покрылось рябью, как вода, и взрыв огромного духовного давления прошел прямо через эту область, рассеявшись только после того, как пронесся по воздуху на несколько тысяч футов. Так это техника иллюзии, задумчиво произнес Хань Ли с намеком на удивление в глазах, но затем на его лице появилась холодная улыбка, когда он сделал ручную печать, готовясь выпустить секретную технику, чтобы рассеять свою иллюзию. С его способностью духовного глаза и огромным духовным чувством, которое было сравнимо с истинным бессмертным, развязывание техники иллюзии против него было практически сродни самоубийству. Однако именно в этот момент сверху раздался голос Хуан Юаньцзы: «Я признаю, что не гожусь тебе в сопернике, но какая тебе польза от того, что ты ввязался в это дело? Перед этой поездкой я поклялся внутренним демонам, что не покину это место, пока не убьют Цин Юаньцзы. Если вы готовы уйти сейчас, я готов отдать большую часть своих вещей в качестве компенсации. Иначе мне придется взять тебя с собой. Ты думаешь, что сможешь взять меня с собой с помощью этой жалкой иллюзии?» Хань Ли хихикнул, когда синий свет вспыхнул в его глазах, и он набросился, как молния, угрожая разорвать даже пространство впереди своими пальцами. Раздался низкий рев, когда пятицветный свет вспыхнул в том месте, за которое хваталась его рука, и появилась багровая гуманоидная фигура, прежде чем немедленно исчезнуть во вспышке. Хань Ли убрал руку и осмотрел ее,
обнаружив несколько полосок желтой ткани и следы крови на кончиках пальцев. Несмотря на то, что ему не удалось успешно схватить Хуан Юаньцзы, он также не потерпел полной неудачи. Хань Ли нахмурился, увидев это, казалось, слегка удивленный таким поворотом событий. «Ты заставил меня сделать это. Позвольте мне показать вам истинную силу двери фортуны 9 иллюзий». Раздался сверху разъяренный голос Хуан Юаньцзы, за которым последовал взрыв настойчивого пения. Внезапно перед Хань Ли вспыхнули пространственные колебания, и 9 одинаковых белых дверей внезапно появились среди вспышки духовного света. Каждая дверь была более 100 футов высотой с полупрозрачным внешним видом, и как только они появились, они начали выпускать бесчисленные алые руны. Затем эти руны превратились в бесчисленные серые бусины размером с большой палец, все из которых были пронизаны тонкими малиновыми нитями. Кроме того, они испускали ауру, которая была довольно угрожающей даже для Хань Ли. Иерархическая инская трупная молния. Хань Ли резко вздохнул, узнав эти бусины, и тут же сделал ручную печать, вызывая бесчисленные лазурные нити, которые неслись прямо к этим бусам. Иерархическая инская трупная молния была пропитана следами разрушительной силы, и даже Хань Ли не осмеливался встретиться с таким количеством из них лицом к лицу. Однако взрыв этой молнии был задержан, и этого времени ему хватило, чтобы разрезать их на части нитями меча. К большому удивлению Хань Ли, лазурные нити ударились о серые бусины, только чтобы пройти прямо через них, как будто они были всего лишь иллюзией. При виде этого на лице Хань Ли появилось удивление. Он использовал свое духовное чувство, чтобы изучить эти бусины, прежде чем выпустить нити мечей, но он не обнаружил в них ничего плохого. Мозг Хань Ли лихорадочно работал, пока бусины продолжали лететь к нему, и он внезапно протянул руку, чтобы взять одну из серых бусин, которая была в нескольких сотнях футов от него, в свою собственную руку. Как только бусина соприкоснулась с его рукой, его ладонь начала нагреваться, и выражение его лица резко изменилось, почувствовав это. Это не иллюзии. Серая бусина яростно взорвалась в его руке в шар серого света, полностью затопив его тело взрывом огромной силы. Глава 2324. Битва за пределами долины. Часть 4. В сером свете раздался громкий рев, вслед за которым появились две гигантские пурпурно-золотые руки, прежде чем силой разорвать свет на части. Затем Хань Ли вышел из серого света, излучая яркий пурпурно-золотой свет, и если не считать некоторых участков его тела, которые были обуглены до черноты, он был совершенно невредим. Понятно, значит, это была не иерархическая трупная молния Инь, а она обладала только 10-й частью силы. Ты бредишь, если думаешь, что что-то подобное может причинить мне боль. Тем не менее, эта техника иллюзии довольно интересна, заметил Хань Ли. Хуан Юаньцзы на мгновение замолчал, как будто был ошеломлен тем, насколько мощным было физическое тело Хань Ли, но затем он сказал злобным голосом: если одного недостаточно, то как насчет 10? А как насчет 100? Как только его голос затих, все остальные бусины устремились к Хань Ли, как проливной шторм. Как глупо. Я уже видел вашу технику иллюзии насквозь, так что противодействие ей будет простой задачей. Сразу же после этого по всему его телу появились бесчисленные руны, после чего появилось несколько шаров духовного света. Эти шары света затем трансформировались в серию истинных духовных проекций, которые затем исчезли обратно в его тело в мгновение ока. В следующее мгновение тело Хань Ли резко увеличилось в размерах среди вспышки пурпурно-золотого света, и слой золотой чешуи появился на его коже, в то время как 4 дополнительные руки и 2 дополнительные головы также появились с коротким прямым рогом, торчащим из каждой головы. Хань Ли принял свою третью трансформацию нирваны. Страшная аура, которая поразила человека чувством удушья, немедленно вырвалась из его тела, после чего глубокий небесный меч появился в его руке среди вспышки зеленого света. Не более чем случайным взмахом меча, бесчисленные яркие пятицветные руны мгновенно вырвались вперед, и темно-зеленый ореол вырвался из тела Хань Ли, прежде чем пронесся во всех направлениях вместе с мощными колебаниями закона. В следующее мгновение темно-зеленый ореол столкнулся с приближающимися бусинами, и все бусины быстро превратились в пыль среди вспышек малинового света. Это глубокое небесное сокровище. Внезапно сверху раздался испуганный голос Хуан Юаньцзы. Именно в этот момент на лице Хань Ли появилась холодная улыбка, а на каждой из его глобел появился чернильно-черный демонический глаз. Затем 3 демонических глаза быстро осмотрели 9 белых дверей, прежде чем Хань Ли внезапно набросился на одну из них со своим зеленым длинным мечом. Зеленая проекция меча немедленно полетела к этой двери, и в то же время он нанес серию ударов по оставшимся 8 дверям другими кулаками. Около дюжины светящихся шаров размером с голову пронеслись по воздуху, прежде чем врезаться в оставшиеся 8 дверей. Раздался взрыв громкого грохота, и шары золотого света взорвались мощными золотыми ударными волнами, которые мгновенно затопили 8 дверей.
Перед лицом этой страшной атаки 8 дверей были разбиты вдребезги, не оказав никакого сопротивления, и 8 человекоподобных фигур внезапно появились из разрушенных дверей. Однако им удалось бороться лишь короткое мгновение, прежде чем они также были уничтожены золотыми ударными волнами. Именно в этот момент проекция зеленого меча разрезала последнюю дверь пополам по центру, и желтая гуманоидная фигура в панике отскочила назад, прежде чем исчезнуть в воздухе, а затем снова появилась на расстоянии более 10 тысяч футов в мгновение ока. «Помоги мне, брат Сан-Куан. Мои клоны уничтожены, если вы не поможете мне сейчас». Желтая фигура была никем иным, как истинным телом Хуан Юаньцзы, и его голос резко оборвался, когда массивная пурпурно-золотая рука прорвалась сквозь пространство над ним, прежде чем рухнуть вниз, как молния. Хуан Юаньцзы немедленно попытался бежать с помощью мгновенной телепортации, но слои серебряных образований внезапно появились над пурпурно-золотой рукой, выпустив взрыв огромной невидимой силы. Воздух мгновенно сжался вокруг Хуан Юаньцзы, и он не только внезапно не смог использовать большую часть своей магической силы, но и полностью прирос к месту, как будто все пространство стало его оковами. Он, естественно, окаменел от такого поворота событий и испустил громовой рев, прежде чем потер руки, а затем поднял их в унисон, посылая бесчисленные полосы желтого света вверх. В то же время духовный свет разных цветов вспыхнул из его тела, и около дюжины сокровищ различных описаний также появились, прежде чем взорваться одно за другим. Было ясно, что Хуан Юаньцзы делает последнюю отчаянную попытку спасти себя. Намек на нерешительность появился на лице Даоса Сань Цуаня, когда он услышал крик Хуан Юаньцзы о помощи. Теперь, когда Хуан Юаньцзы попал в такое отчаянное положение, Даос Сань Цуань наконец принял решение, сделав ручную печать, прежде чем бежать из долины в виде полосы трехцветного света. После нескольких вспышек он бесследно исчез вдали. Тем временем гигантская пурпурно-золотая ладонь смогла пробиться сквозь огромную силу, высвобождаемую взорванными сокровищами и полосами желтого света, которые мгновенно рассыпались при соприкосновении с рукой Хань Ли. Хуан Юаньцзы даже выпустил около дюжины глотков эссенции крови, чтобы высвободить несколько козырных способностей, но все безрезультатно, и он мог только смотреть, как пурпурно-золотая рука продолжала спускаться, как неподвижная гора. Внезапно в воздухе взорвалось облако багрового тумана, вслед за которым из-под пурпурно-золотой пальмы вырвался шар желтого света, прежде чем в мгновение ока улететь на несколько тысяч футов. Внутри шара желтого света была миниатюрная фигура в желтом одеянии. Это была никто иная, как зарождающаяся душа Хуан Юаньцзы. Только изгнав свою зарождающуюся душу из собственного тела, он мог освободиться от пространственной печати, наложенной на него ладонью Хань Ли. Конечно, в этот момент он уже обнаружил, что даосский Сан Цуань покинул его, и он проклинал даосского жреца внутренне, делая серию ручных печатей, готовясь также убежать в том же направлении с помощью мгновенной телепортации. Увидев это, в глазах Хань Ли появилось холодное выражение, и он снова небрежно рубанул своим зеленым длинным мечом по воздуху. Зеленая проекция меча в форме полумесяца пронеслась вперед, прежде чем исчезнуть в пространстве в мгновение ока. Зарождающаяся душа вдалеке только что растворилась в воздухе, когда рядом вспыхнули пространственные колебания, и проекция меча полумесяца снова появилась, прежде чем также исчезнуть на месте. В следующее мгновение раздался мучительный вой, и внезапно появилось облако багрового тумана. В облаке тумана виднелись бесчисленные куски расчлененной плоти, но, как ни странно, все они парили в воздухе, а не падали с неба. Малиновый огненный шар внезапно выстрелил издалека, взорвавшись в облаке малинового тумана, чтобы выпустить огромное пространство обжигающего пламени, которое испепелило все на площади около акров пепел. На этом все и кончилось. Эта дверь фортуны 9 иллюзий была довольно раздражающей, и я был вынужден использовать даже свое святое тело Нирваны, чтобы противостоять ей. Жаль, что этот даосский Сан-Кван смог уйти, пробормотал себе под нос Хань Ли, быстро возвращаясь к своей человеческой форме, затем бросил холодный взгляд в ту сторону, куда убежал даосский Сан-Кван. Затем он поднял руку, прежде чем сделать хватательное движение, и нетронутый белый браслет хранения появился из воздуха, прежде чем влететь в его хватку в мгновение ока. Он быстро осмотрел содержимое браслета хранилища своим духовным чувством, после чего на его лице появилось довольное выражение, и он убрал браслет, прежде чем бросить взгляд на другое поле боя. На земле рядом с небольшой горой в нескольких десятках километров от него стояла небольшая гора, построенная из бесчисленных расчлененных конечностей и кусков плоти, в то время как кровь текла рекой по этой местности. Золотой пожирающий жук-монарх парил над горой плоти, держа мохнатую голову размером с кулак. Голова явно принадлежала бессмертному небесному владыке, но по какой-то причине она значительно уменьшилась. Этот бессмертный небесный владыка обладал бессмертным телом, но эта груда плоти была совершенно невосприимчива, так что он явно был действительно убит монархом-жуком-пожирателем золота. «Иди сюда, Цзинь-Тун», — с улыбкой велел Хань Ли. Золотой пожирающий жук-монарх немедленно сделал то, что ему было сказано, сделав шаг вперед, чтобы исчезнуть на месте, а затем снова появился рядом с Хань Ли среди всплеска пространственных колебаний. «Молодец.
Существа с бессмертными телами довольно грозны, но как только вы обезглавите их, их регенеративные способности сильно уменьшатся, и вы сможете легко убить их после того, как вы вытесните их зарождающуюся душу из тела. Похоже, ты сам это понял, похвалил Хань Ли, взглянув на голову бессмертного небесного владыки. Услышав это, монарх Золотого Жука-Пожирателя поклонился Хань Ли, а затем внезапно бросил голову Хань Ли рядом с черным браслетом для хранения. Слабая улыбка появилась на лице Хань Ли, когда он взял эти два предмета в свои руки. Однако он лишь мельком взглянул на голову, прежде чем отбросить ее, а затем открыл рот, чтобы выпустить толстую золотую молнию, чтобы превратить голову в ничто. Глава 2325. Просьба. Что касается черного браслета для хранения, то он тоже был убран после того, как он проверил его содержимое своим духовным чувством. В качестве меры предосторожности пойди и посмотри, не задерживается ли поблизости этот даосский Сансуань. «Если встретишь его, убей», — приказал Хань Ли. Золотой жук-монарх кивнул в ответ, а затем умчался в том направлении, куда бежал даос Сансуань в виде полосы золотого света. После этого Хань Ли выпустил огненный шар, чтобы сжечь расчлененное тело бессмертного небесного владыки в пепел, а затем бросил взгляд в сторону долины. В этот момент вся долина все еще была окутана рядом ограничений, которые нельзя было игнорировать. Битва, которая только что произошла, была довольно короткой, но Янь Ли и другие, естественно, уже заметили, что происходит. Хань Ли взмахнул рукой в воздухе, и бесчисленные руны мгновенно вспыхнули в безумии, превращаясь в мерцающее лазурное зеркало среди вспышки лазурного света. Сначала поверхность зеркала была совершенно пустой, но затем Хань Ли бросил в зеркало золотую руну, и на его поверхности быстро появилось изображение Янь Ли. У Янь Ли сейчас был отвисший подбородок, как будто она не могла поверить в исход битвы за пределами долины. Это были трое незваных гостей на том же уровне, что и Цин Юаньцзы, но Хань Ли с легкостью уничтожил их, убив двоих, в то время как оставшийся бежал, спасая свою жизнь. «Как поживают Юань Яо и твой учитель, товарищ Даос Янь?» — спокойно спросил Хань Ли. У них обоих все хорошо, и в настоящее время они выдерживают последние несколько раундов небесной скорби. «Брат Хан, ты уже достиг стадии Великого Вознесения». Растерянно пробормотала Янь Ли, наконец придя в себя. «Конечно, как иначе я мог бы бороться с этими врагами?» Видя, что товарищ даосист Цин Юаньцзы все еще преодолевает свою скорбь, я буду ждать его и Юань-Я здесь, ответил Хань Ли, прежде чем взмахнуть рукавом в воздухе, и лазурное зеркало мгновенно взорвалось шквалом рун, которые растворились в воздухе. После этого Хань Ли спустился на ближайшую гору и сел, скрестив ноги, на чистый камень. Он был в дружеских отношениях с Цин Юаньцзы, и у них была взаимная связь в форме Юань-Я, но они определенно не были достаточно близки, чтобы доверить друг другу своей жизни, поэтому Хань Ли решил подождать за пределами долины, пока не закончится небесная скорбь, вместо того, чтобы просить Янь Ли позволить ему войти в долину. Как только он сел, он поднял руку, чтобы выпустить талисман передачи голоса, который растворился в воздухе среди вспышки лазурного света. Хань Ли посылал сообщение своим спутникам на священном ковчеге Чернильного Духа, сообщая им, что теперь они могут прийти и воссоединиться с ним. Вскоре после этого вдали показался черный ковчег. Внутри формации Янь Ли все еще сидела на вершине этого дискового сокровища, оценивая сцены, разворачивающиеся на медном зеркале перед ней с пустым выражением недоверия. 3 дня спустя в долине раздался оглушительный грохот, и черные скорбные тучи рассеялись, а Цин Юаньцзы издала протяжный восторженный крик. Хань Ли был в процессе медитации, и он открыл глаза с улыбкой, когда сказал: «Поздравляю с успешным преодолением вашего горя, товарищ даосист». Его голос был не очень громким, но эхом разнесся по всему этому пространству и ни в малейшей степени не был заглушен этим восторженным криком. Голос Цин Юаньцзы резко оборвался, после чего он ответил: «Я должен поблагодарить тебя за то, что ты позволил мне преодолеть эту скорбь без помех, товарищ Даос Хань. Кроме того, поздравляю вас с достижением стадии Великого Вознесения». Было ясно, что Цин Юаньцзы знал обо всем, что происходило за пределами долины, даже во время своего несчастья. «Вы слишком добры, товарищ Даос. Даже если бы я не вмешался, я уверен, что вы подготовили бы другие резервные меры, которые с легкостью удержали бы этих негодяев на расстоянии. Ты только что преодолел свою скорбь, так что твоим главным приоритетом должно быть выздоровление. Я буду следить здесь, пока ты отдыхаешь, на случай, если кто-то еще попытается заговорить против тебя», — ответил Хань Ли. «Спасибо за любезное предложение, товарищ Даос. В таком случае увидимся через несколько дней», — согласилась Цин Юаньцзы после недолгого раздумья, прежде чем замолчать. Только что преодолев свою небесную скорбь, он действительно нуждался в некоторых таблетках, чтобы восстановить часть своей потерянной энергии. Хань Ли еще некоторое время оценивающе смотрел на долину, потом вдруг с многозначительной улыбкой повернулся к горе вдалеке, прежде чем отвести взгляд и закрыть глаза.
Почти в тот же самый момент из-под гигантского дерева на горе, на которую только что бросил взгляд Хань Ли, появился одетый в золото мужчина средних лет с высокой короной на голове. Человек в золотой мантии был никем иным, как одним из других великих существ в стадии вознесения в адской реке, бароном Золотого Пламени. Предполагалось, что он уже покинул адскую реку, но он появился недалеко от того места, где Цин Юаньцзы преодолевал свою скорбь и спрятался на этой горе, так что у него явно были какие-то зловещие намерения. Барон Золотого Пламени долго смотрел на Хань Ли издалека с нерешительным выражением лица, затем испустил слабый вздох, прежде чем уйти. Увидев невероятную силу, проявленную Хань Ли и монархом Жуков, он полностью отказался от своих первоначальных планов. Кроме того, взгляд, который Хань Ли направил на гору, казалось, был очень небрежным, но барон Золотого Пламени знал, что Хань Ли уже обнаружил его, поэтому он, естественно, не осмеливался оставаться там больше. Несколько мгновений спустя он уже был в тысячах километров отсюда, летя обратно к своей пещерной обители в виде шара золотого света. Кто бы мог подумать, что существо стадии интеграции тела всего несколько сотен лет назад так быстро достигнет стадии Великого Вознесения и будет способно с легкостью убивать других существ в стадии Великого Вознесения. Эта крошечная пурпурно-золотая штука также чрезвычайно могущественна. Интересно, что это такое? Пробормотал себе под нос барон Золотого Пламени, летя по воздуху. 2 дня спустя Цин Юаньцзы и Хань Ли сидели в элегантном зале, и первый предложил тост за второго. Лицо Цин Юаньцзы было слегка бледным, а его аура была довольно неустойчивой, но он был в очень хорошем настроении. Юань Яо и Янь Ли стояли позади него, оценивая спутников Хань Ли с любопытством. Во время небесной скорби Юань Яо помогала Цин Юаньци, как и было приказано, но она не пострадала, поэтому вышла из долины совершенно невредимой. Тем не менее, она была так же ошеломлена, как и Ян Ли, услышав о продвижении Хань Ли к этапу Великого Вознесения. Хань Ли бросил взгляд на Юань Яо, после чего вспомнил очаровательное удивленное выражение, которое она продемонстрировала, и слабая улыбка появилась на его лице. «По правде говоря, я всегда знал, что тебе уготованы великие дела, но никогда не думал, что ты достигнешь такого уровня так быстро и уже способен убивать врагов такого калибра, как я. Похоже, я все еще недооценивал тебя», — сказал Цин Юаньцзы. «Вы слишком добры, товарищ Даосист Цин. Мои способности на самом деле вполне обычны, и я смог так быстро продвинуться на великую ступень Вознесения только после того, как столкнулся с чудесной возможностью, рискнув войти в царство старшего дьявола. Напротив, я уверен, что ваши силы были еще больше усилены вашей трансцендентностью скорби, так что у вас может быть шанс когда-нибудь подняться в истинное бессмертное царство», — ответил Хань Ли с улыбкой. Цин Юаньцзы поспешно махнула рукой в ответ. «Возможности приходят только к тем, кто готов. По крайней мере, средний культиватор интеграции тела не осмелился бы рискнуть войти в царство старшего дьявола, так что это свидетельство вашего мужества и решительности. Что касается меня, то я не осмеливаюсь думать о вознесении, я просто рад, что смогу прожить еще несколько лет после преодоления этой скорби. Ты намного моложе меня, но уже достиг такого грозного уровня власти. Есть очень хороший шанс, что вы сможете подняться в будущем, товарищ Даосист Хань. Хе-хе, вознесение — это тоже что-то очень далекое для меня. Без, по крайней мере, десятков тысяч лет напряженного культивирования у меня нет никаких шансов на вознесение», — скромно ответил Хань Ли. «Ха-ха, десятки тысяч лет для таких существ, как мы, сродни мгновению ика. Однако, если вы действительно намерены подняться, то есть некоторые приготовления, которые вы должны сделать заранее», — сказал Цин Юаньцзы. Выражение лица Хань Ли слегка изменилось, когда он услышал это. «Ой, пожалуйста, просветите меня, товарищ Даосист Цин. Я намного старше тебя, поэтому, естественно, знаю кое-что еще. Если вы хотите дожить до того дня, когда сможете вознестись, тогда вам придется начать готовиться к своим главным небесным невзгодам на случай возникновения каких-либо несчастий. Если вы не возражаете, я охотно поделюсь с вами своим опытом и знаниями», — ответила Цин Юаньцзы. «Пожалуйста, продолжайте, товарищ Даос». Хань Ли, естественно, не собирался отказываться от чего-то полезного вроде этого. Таким образом, они вдвоем начали обсуждать вопросы, связанные с трансцендентностью вознесения и скорби, и разговор длился почти полдня, прежде чем, наконец, пришел к завершению. В этот момент Хань Ли бросил взгляд на Юань Яо и сказал: «Товарищ Даос Цин, изначально я пришел сюда только для того, чтобы навестить вас троих, но поскольку вы уже превзошли свою небесную скорбь, а Юань Яо и Янь Ли тоже восстановили свои человеческие тела, я хотел бы забрать их обратно к человеческой расе.